Я нахожусь на площади Кольцова. Кольцово колодца, по-моему, как-то так. Мы в городе Городец. Сегодня первый снежный день в этом году. Мы решили познакомиться с культурой Нижегородской области и приехали в этот город. Сегодня у нас по плану несколько музеев, прогулка. Надеюсь, мы уложимся часов за 5 и поедем в Нижний обратно. Тут такие вот в основном двухэтажные дома и очень много частных домов. Самое популярное место в городце — это город мастеров. До туда мы, конечно же, тоже дойдем. Первый музей, куда мы пойдем, это музей городецкого пряника. Показывает, что мы уже близко. Тугис тут не работает в этом городе. Этого города, в принципе, Тугис нет. Приходится пользоваться через браузер Яндекс.Картами. Вот, и тут налево, Антон. Наконец-то я путешествую с Антоном. И то он не особо хотел сюда ехать. Мы подошли к музею городецкого пряника. Интересно, там есть дегустация? Такой вот красивый двухэтажный особняк. Вот мы в музее городецкого пряника. Вход стоит 80 рублей с человека. И плюс еще за фотосъемку нужно доплатить 30 рублей. Тут очень интересно. Все пряники настоящие в экспозиции. Пряники начали делать в этом месте в конце 18 века. С тех пор эта культура процветает. Самый расцвет у него был в 19-20 веках. Даже на свадьбу Николая II делали специальный пряник. Он был огромный и очень тяжелый. А музей городецкого пряника находится в купеческой усадьбе конца 19-го, начала 20 века. Еще тут только 3 зала, только один из них самый такой интересный. Наша короткая самостоятельная экскурсия в музей городецкого пряника закончилась. Нам кассир сказала, что мы находимся в городецком квартале. Я нашла туристическую карту. Сейчас мы еще посмотрим, куда нам можно сходить. Вообще я планировала сходить в музей самовара обязательно. Оказывается, тут есть еще музей какой-то княгини. Опять забыла, как ее зовут. На той стороне, кстати, музей Городец на Волге. Да, если вы пойдете дальше по улице, вы наткнетесь на детский музей на Купеческой. Я не знаю, что там предоставлено. Возможно, какие-то игрушки. Вот вход, режим работы. Но мы туда не пойдем. Туалет. Закрыто почему-то. Кузница талантов. Проведение мастер-классов. Хочется сказать, что Городец — это один из древнейших городов Волжской Руси. Он возник еще в XII веке и служил как крепость для защиты Владимирской Руси от волжских булгар. А мы оказались у аллеи памяти детям Великой Отечественной войны. Это какое-то озеро или прудик. Даже гостиница тут есть. Многие до сих пор спорят, кто же все-таки создал Городец как город, Юрий Долгорукий или Андрей Боголюбский. До сих пор не ясно. Известно только, что после смерти Александра Невского его третий сын получает княжество Городецкое и правит им до самой смерти. Мы нашли карту. Это дом графини какой? Паниной. Там есть музей. А где же музей пряника? Напротив, что ли? Вот это? Ой, музей самовара я имею в виду. Музей самовара. А, вон. Вот теперь самовар надо будет повернуть. Хорошо. Смотрите, какой интересный дом напротив дома графини. Такой прям старинный русский терем. Какую-то экскурсию туда ведут, значит, это что-то все-таки значит. Так, и вот дом графини. Усадьба. Улица носит имя Андрея Рублева. Дом графини Паниной мы решили не идти на экскурсию, а мы подошли к какому-то камню. Что-то тут должно быть написано. Ничего только не видно.
Антош, ты не знаешь, что это? Вот это вот. Я все узнала. Это памятник единению русской Руси. Такой вот камень. А это музей русского самовара. И туда мы пойдем на экскурсию. Единение Руси, хорошо. А отсюда мы можем увидеть город мастеров. И если честно, на картинках он кажется гораздо больше. Тут он какой-то маленький, миниатюрный. Вот. Там у нас скульптура Александра Невского. Сейчас мы до него дойдем. В целом город очень нравится. Очень нравится именно вот это вот приближение к старине, что тут одни такие маленькие низкие домики деревянные, как будто бы мы попали в прошлый век, просто хоп и перенеслись на день. Но, конечно, на целый день сюда ехать смысла нет. Часа 4-5 тут вполне хватит для всех прогулок и для просмотра всех музеев. Памятник Александру Невскому, великому полководцу земли русской, тут стоит не просто так, потому что именно в Городцовском монастыре, простите, я забыла название, он скончался. Мы в музее самовара. Нас встречают самовары. Вход стоит 100 рублей, льготный 50, фотосъемка 30 рублей. Антон прошел за 50, он аспирант. Самовар походный. Как устроен самовар? Чтобы интересно, да? Я тут смотрю. Ну что, Антон, понравилось тебе здесь? Самовар Дон Жуан. В музее самовара нам очень понравилось. Вот, запомните этот терем. Мы пришли посмотреть самостоятельно, но рядом была экскурсия, и мы к ней присоединились и все послушали. У коллекционера более 5000 самоваров в коллекции. Есть самовар цыганский, Дон Жуан, Эгоист, современные самовары электрические, самовары походные, одиночные. В общем, очень классно здесь. Приходите обязательно на экскурсию в музей самовара. Спускаемся по крутой, замерзшей и всей во льду лестнице к городу мастеров. Надеюсь, он открыт. Я очень хочу туда сходить на экскурсию. Мы уже в городе мастеров. Вход стоит 100 рублей с человека и фотосъемка 100 рублей. Ходим по зеленым стрелочкам. Гениальное изобретение. Все, мы побывали в городе мастеров, мы все посмотрели, нам очень понравилось. Тут есть даже дымковская игрушка наша кировская. И мы купили билет за 100 рублей, дегустация Иван-чая и городецкого пряника. Нам сейчас принесут чай с пряниками, будем кушать. И тут вот на каждом столе есть самовар. Вот нам принесли чайничек с Иван-чаем. Ага, не открывается, ну да ладно. 2 пряника и какие-то вкусные штучки. И вот это вот стоит 100 рублей с человека. Щербет? А что? Не помню, как это называется. А мы уже подошли к Феодоровскому мужскому монастырю. Именно здесь последние годы своей жизни жил Александр Невский. Именно здесь он погиб, но 100% эти факты не подтверждены. Именно с этого монастыря появилась икона Богоматери, и также этот монастырь в годы СССР был разрушен, но позже его восстановили. Чтобы подытожить, хочется сказать, что тут очень мало, но все-таки есть 5-этажные дома, выше 5-этажных нет. В основном это 1-2-этажные. Сюда можно спокойно приехать, погулять, тут есть чем заняться. Музеи работают всегда, круглые сутки. Город сам по себе красивый.
имеет историческое значение, связано в первую очередь с Александром Невским. Да, в Городце есть Иван-чай и городецкий пряник, но все-таки у меня пряник ассоциируется с Тульским. Городец можно сравнить с любым маленьким городом, но видно, что именно Городец, он хранит свои традиции, продолжает их, и город он не загнивает, он развивается. И развивается тут очень внутренний туризм, что очень радует.